Этой ночью довольно мощный интенсивный был удар со стороны Украины. ВСУ атаковали нефтезаводы в Перми и Ярославле. Об этом сообщают многие ресурсы. Давайте ознакомимся с новой газетой Европы. ВСУ нанесли удар по юго-восточной промзоне на окраине Ростова-на-Дону. Губернатор Слюсарь это подтверждает, по его словам. Там загорелись складские помещения, обрушилось здание одного из складов. На территории этой промзоны находится лакокрасочный завод «Эмпилс», а также филиал оборонного предприятия научно-технического центра «Радар», выяснила Астра. Со своей стороны, беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, сообщил Минтранс. Из-за этого работу приостановили 13 аэропортов. Ну, я думаю, что людям восстановят все потерянные средства, время, если отпуск будет восстановлен какой-то день. Если по работе или бизнесмен потерял на этом какие-то серьезные суммы, может быть, мало ли договор сорвался, $1 миллион, может быть, я думаю, что все восстановит со стороны государства, потому что это ответственность исключительно государства. В Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Мегасе, Минеральных водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, станешь перечислять и листи. Самое главное, что по Грозному же удар был нанесен. В Ярославле тем временем также загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть», явно принадлежавший Роснефти «Газпрому». Не знаю, как мы, не лишимся ли мы Comedy Club, потому что они же на «Газпроме» сидят, а то ведь они же они пока их кормят, они славят, так сказать, действующую власть. Кормить перестают, они тут же начинают петь неприятные песенки, понимаете ли, про то, какая власть плохая. И пример этому есть. Понимаете, один гитарист там поет такие дела про сборщицу дронов, что прямо некоторые, очень расстраиваются. А все почему? Потому что «Газпром» платить перестает, и привет. Они петь-то они все равно продолжают, но уже с обидой. А об атаке украинских дронов на Грозный написал оппозиционный чеченский телеграм-канал НИИКСО. По его информации, один из беспилотников летел к зданию ФСБ, но упал на перекрестке рядом с магазином на улице Висаитова. Это на Грозный. Украинские дроны упали в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала, вошедшем в состав Грозного, а также открытого год назад железнодорожного вокзала в городе, следует из анализа агентства. Контекст такой, в полночь начало действовать перемирие, объявленное Владимиром Путиным. Ага, то есть это перемирие уже. Владимир, я просто так, что называется, выше по тексту, и потом как-то раз такой финал, это перемирие такое. Владимир Зеленский заявил, что к утру, Путин заявил, я, конечно, понимаю, что есть понятие одностороннее заявление, то есть такого нет понятия, но вот Путин ввел, он одностороннее заявил по перемирие. Я такое видел уже перемирие, когда два человека, кстати, может быть, вам попадалось, была такая новость, один просто хамил в магазине, выделывался с ребенком, пришел с сыном, и, наверное, хотел ему показать, а человек, они то ли получали какой-то товар, он что-то начал на него орать, наезжать, а там какой-то стоит, мужичок. И тот оказался, в принципе, не робкого десятка. И тот его толкает, и тот ему ответку такую дал, что тот растерялся, потерялся. И глупо себя вел потом, кто помнит, пишите. Он такой, руку ему пожимает, ты такой молодец. То есть вот этот, который проиграл, который опозорился. Он уже начинает пытаться отыграть, хотя бы лицо не потерять. Я вот к чему. Я просто, объявление одностороннего перемирия, это когда ты сам все начал, я про случай в этом, где получали заказы. Сам все это устроил, кинулся, он жирный такой, по-моему, был такой крупный. А тот, этот крупный, а тот с железным стержнем внутри, который сразу не заметишь. И начинается такой, он руку тянет, пожать, такой он с ним дружить хочет, односторонне. Я про то, как выглядит односторонне. Тот был недоволен, что он ему мешал жить, он на него орал, на него в драку полез. Вообще совершенно не обоснованно. Какой-то повыделываться хотел. Получил ответку, и односторонне начинает с ним дружить. Сначала односторонне наехал, потом односторонне дружить. Какой-то односторонний товарищ, понимаете, в магазине в этом был. Но вернемся к новостям. Путин, объявил, я просто сейчас читаю новости перемирия. Ничто нигде не работает, в Грозном там что-то горит. А Путин объявил перемирие, и все загорелось сразу. Какой интерес переменить. Так хочется попросить его больше не объявлять, наверное, да? Граждане, которые давайте перечислим. Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Мегас, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополе, Элиста. Вам перемирие понравилось? Пишите, что перемирием удовлетворены. Владимир Зеленский заявил, что к утру российские силы провели более 140 обстрелов украинских позиций, а также 10 штурмовых операций. Перемирие такое какое-то нестандартное. Также было нанесено более 850 ударов с помощью дронов, утверждает президент Украины. Он пообещал действовать зеркально. Так что, друзья мои, всех с перемирием.
давайте жить дружно, я не знаю, я как кот Леопольд. Увидимся, ну а самое главное, берегите себя, да, шутки в сторону.